pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil. Da-da-da. Добрый день, добро пожаловать ко мне на кухню. Сегодня у меня печенье, и для него беру творог, сахар, масло сливочное, яйцо, муку пшеничную, ванильный сахар, разрыхлитель и соль. Начинаю готовить с того, что разбиваю яйцо комнатной температуры в чашу, в которой будет производиться дальнейший замес теста. Совсем не обязательно брать миксер, все можно сделать простым венчиком. А можно и миксером, как хотите. Далее добавляю постепенно яйцу сахар, продолжая размешивать, взбивать. Я люблю использовать в кулинарии мелкозерновой сахар. Он быстрее растворяется, расплавляется, удобнее с ним работать, на мой взгляд. Также добавляю щепотку соли для балансировки вкуса, а также ванильный сахар. Можно использовать экстракт ванили, а также ваниль саму. Продолжаю замес вот таким образом, добиваясь ровной гладкой консистенции. Даже если сейчас сахар не растворится, в процессе замеса все будет нормально. Далее добавляю сливочное масло, которое должно быть за несколько часов вытащено с холодильника и должно быть комнатной температуры. Если же вам нужно его сделать более мягким, предположим, дома прохладно, вот как у меня, можно это сделать и в микроволновке, но полностью его не расплавлять. Оно все же должно оставаться таким комковатым. Вот таким образом смешиваю его. Ни в коем случае не заменяйте сливочное масло в этом рецепте на маргарин. Потеряете весь вкус. Только сливочное масло хорошего качества, высокой степени жирности. Далее добавляю творог. Его тоже желательно взять пожирнее. Чем он жирнее, тем печенье будет вкуснее потом. Смешиваю с творогом яйца с маслом. И далее добавляю в муку разрыхлитель, перемешиваю. Можно было муку до этого просеять, а потом смешать с разрыхлителем. Но сегодня я делаю вот именно так. Беру половину от общей порции муки, примерно половину, и просеиваю ее над тестом. Я всегда просеиваю муку, когда с ней работаю. То ли пеку сладкую выпечку, или не сладкую печку, хлебобулочные изделия какие-то, либо макаронные изделия, либо лапшу, пельмени. Что бы я ни делала, я муку просеиваю всегда. И вам рекомендую это делать, потому что мука слеживается, комочки в ней образуются порой, и это не сделает будущее изделие качественным. Небольшое усилие, и результат может быть намного лучше. Смешиваю с мукой, вот так вот муку вмешиваю в тесто всю. Все пропорции, все ингредиенты будут указаны, как всегда, внизу под видео. Но с мукой надо быть осторожным, потому что количество муки может варьироваться в зависимости от влажности творога, а также от размера яйца взятого. И от качества муки тоже много зависит. Вмешиваю следующую порцию, еще примерно половины от оставшегося количества. Все, теперь уже трудновато смешивать все это лопаткой, и дальше продолжаю замешивать рукой, прям в чашке. Вот так вмешиваю тщательно всю муку. Вот если сразу всю муку сыпануть, то ее может быть слишком много, и можно забить тесто. Тесто должно быть мягкое, податливое, но не забитое мукой. Дальше продолжаю замес уже на рабочей поверхности, присыпав ее мукой. Пользуюсь вон той мукой, которую я просеяла. Общее количество муки будет указано внизу под видео. Вот такое тесто получается, мягкое, податливое и не липнущее к рукам. Делю пополам, так легче будет работать. Убираю одну половину в чашку, прикрываю чем-то, полотенцем, к примеру, а с другой половиной начинаю работать, начинаю формовать печенье. Опять немножко добавляю муки на рабочую поверхность, вот так с двух сторон,
окунаю тесто в эту муку и начинаю его растягивать руками, разминать, вернее, вначале руками с двух сторон. В процессе оно может чуть-чуть липнуть, но помогайте, совсем немного помогайте себе мукой. Далее начинаю раскатывать. Раскатываю сначала с одной стороны, потом переворачиваю, катаю другую сторону. Это все делается для того, чтобы не забить тесто мукой. И также, чтобы оно сильно не липло, чтобы потом можно было сформировать нормальные печенья. Еще немного муки и опять раскатываю. Таким образом нужно раскатать пласт толщиной примерно 3 мм, 2 мм. Ну, в любом случае он должен быть меньше, чем полсантиметра. По достижении желаемого результата начинаю вырезать тесто специальными вырубками. Вот такой должна быть толщина. Вот такая. Вырубка для печенья специальная. Можно воспользоваться и стаканом, бокалом, фужером, чем вам удобно, что у вас есть в наличии. Диаметр моей вырубки 7 сантиметров. Она может быть немножко меньше по диаметру, тоже допустимо. Вот так вот все вырезаю, насколько это возможно. Остатки убираю, добавляю к тому, отправляю к тому тесту, которое у меня в чашке. Это будет следующим этапом сформировано. А из получившихся кружков начинаю формовать печенье. 3 кружка складываю внахлёст вот таким образом и начинаю заворачивать вот таким образом в трубочку. Вот таким образом в тугую трубочку, но не очень при этом ее придавливая. Вот так вот. Далее делю ее пополам. Ставлю на поверхность срезом и верхнюю часть раскрываю в виде розочки. Таким образом поступаю со всем оставшимся тестом. Вот еще раз покажу, как я это делаю. Пополам, срезом на поверхность и вот таким образом формую верхушку. Противень у меня уже застелен пергаментной бумагой, а духовка разогревается. Я ее разогреваю до 180 градусов. И начинаю печь. Перекладываю все печенья на противень и отправляю все в духовку. Если вы печете в нормальной духовке, в большой, то вот этого количества теста, печенье из этого количества теста вполне умещаются на противень. Мне же придется это сделать в 2 этапа. Вот так выглядят заготовки на противне. Отправляю и пеку. Я пекла полчаса, но это в маленькой духовке. В большой нормальной духовке может время сократиться. Смотрите по вашей духовке. 180-170 градусов, верх-низ нагрев, средний уровень. Перекладываю все печенья на решетку, для того, чтобы они остыли. И дальше начинаю выпекать оставшиеся заготовки. Попробуйте, испеките. Это вкусное, доступное по ингредиентам, быстро приготовляемое и выпекаемое печенье. Вот так оно выглядит. Остудить, припорошить сахарной пудрой, и можно его есть. Вот так оно выглядит. А на этом у меня все. Спасибо, что были с нами, посмотрели это видео. Если оно вам понравилось, пожалуйста, поддержите нас пальчиком вверх и подпиской на канал. Всем пока, до новых встреч!